Всем 안녕, это Хэйхён. Довольно много людей спрашивали, как я оказалась в России и как я изучала русский язык. В этом видео все вам расскажу. Как я попала в Россию? С детства я всегда мечтала говорить, по крайней мере, на 3 разных языках. Я знаю корейский язык как родной, и со школы изучаю английский язык, поэтому я могу немножко на нем общаться. И еще когда я была студенткой, я пыталась изучать финский язык, пока я жила в Финляндии. Но не получилось, потому что мотивация очень маленькая была. Мало народу говорит по-фински, и еще я обычно с финнами общалась на английском языке, поэтому совсем нет мотивации. Пока я жила в Финляндии студенткой по обмену, я с многими людьми из России познакомилась, и очень заинтересовали русские люди, и культура, и язык. Тогда для меня Россия была таинственной и большой страной. Еще в 2014 году между Россией и Кореей отменили визы, поэтому я смогла ездить в Россию без визы. Поэтому с Финляндии и Санкт-Петербурга ездила на 2 недели. Мне очень понравилось, кроме туалетов. По-моему, я так решила пожить в России год после окончания университета. В течение последнего семестра в Корее я подработала в хостеле, чтобы выжить год в России, и потом собиралась и поехала в Россию. Теперь как я изучала русский язык. Поскольку у меня специальность не русский язык, поэтому я не знала, как начать изучать его, поэтому сначала искала бесплатные лекции в YouTube. Я нашла лекции, и вот так я познакомилась с русским языком. Таня, еще девочка 라고 표현하시면 되겠습니다. И еще в своем университете слушала лекции русского языка 1 семестр. Я взяла один учебник и изучала основные слова и грамматику. И одновременно копила деньги, чтобы изучать русский язык в России. И после окончания университета я поехала в Россию. Я зарегистрировала в языковой школе, которая находится в Санкт-Петербурге. Они хотели отправить меня в классы с самым низким уровнем, где изучают алфавит. Но в то время я уже знала алфавит и немножко грамматику, потому что я в Корее самостоятельно изучала. Поэтому я попросила отправить меня в классы уровнем выше, но они отказались. Я не знаю, почему я так себя вела, но просто я уверенно начала рассказывать стихотворение «Если жизнь тебя обманет», которое мне очень понравилось, и давно я просто запомнила. После стихотворения преподавательницы отправили меня в классы уровнем выше. В классе только были студенты, у которых специальностью в их университетах был русский язык. Я не хотела мешать им из-за моего уровня. На самом деле, русский язык очень сложный из-за падежей, родов и несовершенных и совершенных видов. Допустим, на английском языке можно говорить простые фразы, потому что мы часто встретились с ними в СМИ или в сериалах. Но, по-моему, грамматика английского языка для начинающих не так сложна, как русского. Поэтому на русском языке с базовым уровнем грамматики невозможно понимать и говорить его. Кстати, я так часто потеряла дороги в Санкт-Петербурге. Первая фраза, которую я использовала, была «Где я?». Когда я ходила в языковую школу в течение 6 месяцев, я просто на уроки и домой ходила. Даже смотреть достопримечательности не ходила. После уроков дома 3-4 часа сидела и изучала русский язык, особенно изменение падежей. У одного слова есть 6 падежей, поэтому в тетради повторила и просто писала разные формы слов. Пока я жила в России, я пыталась только общаться с русскими и иностранцами, чтобы не использовала корейский язык. К счастью, у меня дома были соседи русскими, поэтому я смогла практиковаться в разговоре и смогла спросить, если что-то непонятно было. В языковой школе через 4 месяца сдавали экзамены, чтобы разделить студентов по группам по уровню снова. Я наконец смогла перейти на группу с самым высоким уровнем.
Но там были студенты, которые уже очень хорошо знают русский язык. Например, там была немецкая девушка, у которой есть русская бабушка, поэтому она с детства разговаривала по-русски с бабушкой в Германии. И еще там была венгерские девушки, кореянки, еще француз, которые уже хорошо говорят и понимают русский язык. В той группе у меня самый низкий уровень русского языка, поэтому я очень старалась и в конце концов смогла общаться и дружить. Когда я устала от учебы русского языка, я часто смотрела кино. Мне очень понравилось русское и советское кино. Например, там географ пропил Голубус, и Любови, и Голуби, и еще там служебный роман и так далее. Хотя я полностью не поняла, что там говорят, но пока я смотрела кино, я получила мотивацию для изучения русского языка. И еще я очень люблю Гарри Поттера, поэтому я всегда включила его на фоне и иногда слушала, и смотрела для аудирования. Как я еще изучала русский язык? Я писала дневник на русском языке. По-моему, это самый эффективный способ повысить уровень иностранного языка. Не важно, что все предложения важны или нет, просто важно что-то взять ручку и писать что-нибудь на бумаге. Часто говорят, что русский язык один из самых трудных языков в мире, поэтому я думала, что если я владею русским языком, тогда я смогу выучить что-нибудь. Но как раз я не смогла выучить русский язык, поэтому до сих пор русский язык хорошо тренирует мой мозг. Но на самом деле после изучения русского языка у меня исчезли страхи от чего-то нового. Поэтому я могу принять и что-нибудь учить, новые вещи и культуру без страха. Мне кажется. На самом деле мой уровень русского языка сильно увеличился, пока я работала в России, с многими ошибками и терпением. На этом все. Пока я разговаривала, вспоминала жизнь в России. И много разных эмоций возникло. Если вам интересно было, тогда нажмите лайк и подписывайтесь. Тогда до встречи. 안녕.